Можете нам немножко рассказать о началах Бостонского синода? Хорошо. Наш синод, который начался и существует ядро его в Северной Америке, то есть в Соединенных Штатах и в Канаде, имеет миссии, конечно, в других местах, Латинской Америке, Европе, но поместная церковь наша, это североамериканская. Да? Оно началось на основе монастыря Свято-Преображенского в Бостоне и группы приходов, которые начались вокруг этого монастыря и через монастыря. Вот это ядро клириков и верующих монастыря и вокруг монастыря, которые объединились, есть как бы начало синода, которое потом оформился как синод Североамериканской Святой Православной Церкви в Северной Америке, который по-другому называется Бостонский синод. Наш монастырь был основан в 1961 году монахом Пантелеймоном, который имел благословение от отца Иосифа Исихаста Афонского из Нового Скита, был его самым младшим учеником и дал ему благословение вернуться из Афона обратно в Соединенные Штаты, чтобы здесь, то есть в Штатах, обосновать настоящую афонскую монашескую обитель. То есть это основы монастыря. И монастырь начинался очень просто, очень смиренно. Сперва был отец Пантелеймон, просто сидел и читал свои молитвенные правила. И появился первый человек, который хотел монашество, потом второй, потом третий. И вот так появилась первая группа людей, которую можно назвать началом нашего монастыря в Бостоне. Монастырь расширился, и после некоторых лет уже началось обоснование приходов. Как это было? Например, в самом Бостоне в монастырь приходили прихожане, то есть люди греческой национальности, другие, которые видели, для них это как большое благословение, чтобы могли в Америке, в Бостоне присутствовать в православном афонском монастыре, там слышать настоящее традиционное византийское пение, исповедоваться, причащаться. Но как мирянинов стало больше и больше, да, настал вопрос, что почему нет создать приход для них, который окормлялся бы монастырем, то есть монахами из монастыря, но им не приходилось бы приходить в монастырь каждое воскресенье и на бдение, и на воскресные службы, и на великие праздники. И вот так обосновался первый приход, создавший монастырем святого Марка Ефесского, который потом стал кафедральным собором. Наш кафедральный собор в Бостоне, то это и есть святого Марка Ефесского, где я служу. Вот это был первый приход. И наподобие этого прихода обосновались другие приходы. То есть люди, которые уважали монастырь, любили очень монастырь, по душе были расположены к монашеству очень хорошо и хотели иметь тесное духовное отношение с монастырем. Они, если не жили в Бостоне, например, и их не было несколько семей, и они жили в другом городе, да, в Соединенных Штатах, они пытались основать церковь, приход, который сперва накормлялся бы монастырем, но потом
как это должно быть, среди них, из числа из этих прихожан, могло бы и найтись, мог бы найтись и кандидат для священства. В это время мы были, монастырь сам, и все эти приходы были под амафором святителя Филарета, нью-йоркского первого иерарха русской зарубежной церкви. Мы с 1965 года монастырь был принят под его амафор из-за последней капли, да, был для монастыря, который до этого был прямым, как бы сказать, метохим Святого Павловского монастыря на Афоне, да, потому что Новый Скит, где жил отец Иосиф, и его соратник тоже отец Арсений, да, старцы, они жили в Новом Скиту, и отец Пантелеймон, когда он и через их благословение основал монастырь в Бостоне, он был метохом Нового Скита на Афоне, а как Новый Скит принадлежал Святого Павловского монастырю на Афоне, то считался прямым метохом Святого Павла в Бостоне. Ну, до 1965 года монастырь наш, как и Афонский, Святой Павел и Новый Скит, были под Константинопольским патриархатом. Но 1965 год был таким годом, где многое прояснилось. И это стало, для этого поводом стал встреча Папы Римского с патриархом Афиногором в Иерусалиме, где они как-то сделали то, что тысячи лет не делалось никем, сняли анафему друг друга. Вы можете немножко пояснить, почему это снятие анафем не принимается большой частью православных? Это не просто выдуманная вещь. Анафема, оно как-то соответствует той действительности, которая есть, что Римо-католическая церковь исповедует вещи, которые противостоят православной мировоззрению, то есть богословию и учению. И поэтому, исповедуя те вещи, на них была наложена анафема. То есть это анафема, оно соответствует той действительности, которым живет та иная церковь, в кавычках, которая отошла от тела Христова, которая есть настоящая церковь. Поэтому, конечно, хорошо было бы, что не было анафем, но для этого надо было, чтобы не было ереси тоже. Да. Если есть ересь, то анафема это просто оформление, то есть озвучание того, что вот это ересь, и здесь надо быть осторожно и вдали от этой ереси. Это как бы знак. То есть должны были быть какие-то другие условия, как могут объединиться христиан, а не так, как это произошло. Абсолютно. Объединение, конечно, нужно, но объединение должно быть в истине, то есть не игнорируя истину, а в истине. А что значит в истине? Если римокатолики отвергнут те учения, из-за которых они отошли от православной церкви, это самое главное, это насчет филиокы. То есть их учение, я не буду сейчас объяснять все о филиоке. Филиока это первое. Второе это учение о благодати. Что благодать это созданная и тварная энергия, это второе. Третье это насчет роли Папы Римского. Да? Никто не утверждал никогда ни на Востоке, что Папа Римский не имеет никакой почести в церкви, но разделение, то есть их мнение, это учение римокатолическое, это не о том, что Папа имеет какую-то почесть, первенство в церкви, а то, что он имеет господство над церковью. Это абсолютно другое учение. Поэтому эта церковь никогда не принимала, а в католической церкви это обязательство. То есть это учение, без которого человек не может быть католиком. То есть, кстати, на сегодняшний день можно отвергнуть все другие. Римокатолик может отвергнуть все другие учения, может учить и веровать все, что хочет, кроме этого.
То есть он должен принять папу как господствующего персонажа над церковью. Не как примус интер парес или примус как, то есть первый среди других. Нет, это всегда Папа Римский имел такую почесть в церкви, что он был первый епископ, но это не учение Римской церкви, как оно было формулировано в XI веке, после этих скорбных григорианских реформ Григория VII. Там ясно говорится о том, что папа, он господствует над церковью. Он не первый среди других, он господствует над церковью. И это есть еще одно учение, которое должно быть отвергнуто в Западной Церкви для того, чтобы анафемы были сняты. А ничего подобного не произошло. То есть католики веруют, папа верует то, что веровал, а анафему сняли. Это значит, мы делаем какой-то, это какая-то, не знаю, как назвать это, то есть снятие анафем не соответствует той действительности, чем живет Западная Церковь. Значит, снятие анафем, оно несправедливо. Оно нельзя снять анафем, потому что то, что не спровоцировала причина для того, из-за чего были наложены анафемы, оно не изменилось. Поэтому мы не можем принять эти снятия анафем не из-за того, что у нас любви нет, а из-за того, что любовь надо любить в истине. А без истины любовь не существует, как истина без любви не существует настоящая. Да? Поэтому эти анафемы, снятие этих анафем стало поводом для многих, не только нас. Вся Афонская гора, все монастыри, и особенно кельоты, то есть отцы, которые живут вне в монастырях, в скитах и в кельях, они перестали поминовение Константинопольского патриарха из-за этого. И мы тоже то же самое сделали. Увы, через несколько лет все они вернулись. Константинопольский патриархат без основ. То есть ничего патриархат Константинопольский не изменил, а они все и вернулись, кроме Исфигменского монастыря. И нас, мы тоже не вернулись. Хотя новый скит вернулся, под которым мы были, и Святопавелский монастырь тоже, мы не вернулись, а сделали то, что церковь и отцы говорят, надо делать в таких ситуациях. Найти православного епископа, группу епископов, то есть поместную церковь, или как минимум одного епископа, который не имеет общения. Не только не исповедует ту ересь, из-за которого мы ушли, да, из Константинополя, это одно, но не имеет общения с Константинополем и общения с теми, которые имеют общение с Константинополем, да, то есть это имеет полный разрыв с этой, как называется, заразой духовной, которая называется ересь. Таким оказался митрополит Филарет. Зарубежная церковь до митрополита Филарета, конечно, там были такие вопросы, что она не всецело как бы отрезала себя от мирового православия. Не будем сейчас об этом, но во время святого святителя Филарета там было полное исповедание истинного православного богословия о экклесиологии. То есть во время святителя Филарета русская зарубежная церковь стала на основу исповедания православной экклесиологии против игуменизма. И поэтому мы нашли там свой дом, наш монастырь и наши приходы. То есть это как бы большая община, большая семья наших монастырей, потому что женский монастырь тоже был основан в 70-х годах, тоже в Бостоне. Наша эта обширная семья, да, нашла убежище под амофором митрополита Филарета и оставалась в зарубежной церкви до того, как у нас был этот покровитель.
И как бы по всем меркам, да, как бы человек, с которым мы понимали и было общее и в вере, и в мировоззрении, и в духовности святителем Филаретом. Увы, в 1985 году он умер смертью праведника, и сразу же после его смерти в зарубежной церкви пришли силы, которые, ну, прямо или не прямо, или косвенно стали изменять тому курсу владыки Филарета и той экклесиологии, которая делала зарубежную церковь истинно православной церковью. В этом можно убедиться рождественским посланием митрополита Виталия 1987 года. Это меньше года после кончины митрополита Филарета, где он опроверг ценность и нужду этого анафемы против экуменизма, который был принят с синодом зарубежной церкви в 1983 году. Кстати, это сам текст анафемы был написан в нашем монастыре. Да. Поэтому это была такая явная измена курсу митрополита Филарета, что не оставалось никаких сомнений, что это не та церковь Польши. Это те, которые пришли у рычагов и кормчи церкви российской зарубежной, они имеют другое мировоззрение, другое богословие, другую экклесиологию. И чем это закончится, было для нас очень ясно. Это закончится унией зарубежной церкви с Московским патриархатом, которое произошло в 2007, да, по-моему, году. Но оно произошло. До этого были те ступеньки, как бы, которые были очень ясные знаки, куда идет зарубежная церковь. Первое было, конечно, сослужение, свободное сослужение с любыми епископами мирового православия, которое даже уже при митрополите Виталии уже было на это благословение. Его рождественское послание, где он отвергал саму нужду, как бы, анафем против экуменизма. В 1994 году единение с киприанитами, который стал еще одним ступенькой к сближению. Можете немножко объяснить, что такое киприаниты? Киприанизм — это как бы истинно православная группировка, которая основалась в лоне греческой истинно православной церкви, но была и остается схизмой, то есть расколом. И учение киприанизм исходит от учения тезисов митрополита Уропского Киприана, который учит, что да, экуменизм — это ересь, но до того, как Всемирный Вселенский собор не наложит анафему на экуменизм, то оно все экуменисты, которые мы знаем, что они еретики, они все еще считаются частью и членами одной церкви. Значит, исходит из этого, что, как он говорил, что церковь имеет здравые части и члены, и церковь имеет как бы болящие члены. Здравые — это те, которые исповедуют православие, а болящие — это те, которые экуменисты, то есть еретики, но которые пока еще не были отлучены от церкви Вселенским собором. Такое учение у церкви нету, не существует просто. Ересь, она есть ересь, несмотря на то, Вселенский собор был собран или не был собран. Есть ситуации, где Вселенский собор и не может быть собран.
Это значит, что на все века еретики будут частью церкви, что ли? Нет, еретик становится отчужденным от церкви в тот момент, когда он исповедует свою ересь. И после того, как ему сказали собратья православные, что это за ересь и почему это он падает в ересь из-за его исповедания, он не слушается и настаивает на свою ересь. В тот момент он отлучается Святым Духом из церкви. Будут подтверждения к этому, Вселенским собором или нет, это уже формальность. Не от решения Вселенского собора зависит, еретик часть церкви или нет. От Вселенского собора просто зависит формальное оформление того, что вот это и есть действительность. И к этому можно привести много примеров. Но самый такой хороший — это Седьмой Вселенский собор, который был собран 80 лет после того, как был провозглашен ересь иконоборчества. То есть на протяжении 80 лет православная церковь не могла собрать собор, потому что император был еретиком, патриарх Константинопольский, которого он сам поставил, был еретиком, но не множество, а большинство тех епископов, которые были в Константинопольской церкви, были еретиками. Православные были где-то там, или в изгнании, или переселении, или где угодно, но у них не было ни физического, ни никакой силы, чтобы собрать Вселенский собор. А что это значит, что они не знали, кто еретик, и они не осуждали ересь? Конечно, в это время были именно написаны те тексты против иконоборчества, которые мы до сих пор используем, Иоанна Дамаскина, Тарасия Константинопольского и других, которые именно обличали ересь, несмотря на то, что никакой собор пока этого не делал, потому что они знали по преданию церкви, по святым отцам, что есть ересь и что есть православие. И собор никак не останавливал их. Они знали, что есть православие, что есть ересь, и они защищали православие, и точно знали, что этот еретик, патриарх, его соратники, эти, как называется, епископы, они не составляют часть православной церкви. И подтверждение этому можно привести, как вел себя Седьмой собор. Когда приходили епископы, которые были они иконоборцами и хотели стать православными, собор тогда не писал такое, что вот сейчас мы решили, что иконоборчество это ересь, и поэтому решение сейчас уже должно быть понятно для всех, что есть православие, что есть ересь. Нет, они подтвердили то, что иконоборчество это ересь, и тех, которые хотели стать православными, они там написано в актах соборах, что церковь решила принять того-то такого обратно в церковь. Как принять, если этого епископа, который был иконоборец, никакой собор до этого не отлучал? Отлучения официального не было, но собор все-таки считал, что он не был частью церкви, потому что он исповедовал иконоборчество. Поэтому для церкви всегда это было ясно, что никакого Вселенского собора не надо и не нужно, чтобы было понятно, что есть ересь, и что отлучение от церкви делается самим Святым Духом, когда человек исповедует ересь. Поэтому учение этого Киприана не православное. Это криптоэкуменизм какой-то, который дает еретикам место в церкви, которое у них нету. Поэтому, и что истинно православный якобы епископ такое исповедовал, это, конечно, большой урон для всей церкви. Поэтому единение зарубежной церкви с таким синодом, который даже
такой авторитетный и человек, как владыка Григорий Грабе, очень ясно писал насчет учения Киприана, что это ересь, и его не слушались, да, это ясно, что этот шаг зарубежной церкви было еще одно как бы удаление и отдаление от той экклесиологии, той православной веры, по которой веровал и исповедовал владыка Филарет. Так что это насчет зарубежной церкви, но мы покинули зарубежную церковь в 1986 году, и первое из-за того, что наш покровитель владыка Филарет не был, и не стало его, и с ним не стало уже той православной экклесиологии, которую при нем исповедовала зарубежная церковь. Но после него ясно стало, что уже не исповедует. И второе, потому что сами иерархи зарубежной церкви хотели просто очень, как бы сказать, жестоко обошлись со всеми, которых считали соратниками митрополита Филарета. Владыку Григория Граби сразу же, как бы сказать, удалили на покой сразу же, потому что знали, что... Как долго он служил в РПЦЗ? Он служил с 20-х годов. Он был секретарем 3 митрополитов: Антония, Анастасия и Филарета. Как только владыка Филарет умирает, его отдаляют как будто ни с почестью, ни с чем, просто на пенсию. Это одно. Второе, он считался соратником и таким защитником линии исповедания владыки Филарета. И второй, это, как бы сказать, опорой владыка Филарета считался наш монастырь. Поэтому с ним тоже, с нами обошлись очень жестоко. То есть это вся другая тема, что там попытались сделать. Если будет надобность, об этом можно и записать в другое видео. Но нам не оставалось просто никакого выхода, чем как уйти от тех, которые дали нам знать очень ясно, что они хотят нас в их церкви. И пришлось найти убежище у владыки Авксентия. Это был первый иерарх греческой истинно православной церкви, с которым зарубежная церковь была в общении в свое время, в 60-х и 70-х годах, и у него мы нашли убежище и другого отца, покровителя, который до этого был владыка Филарет. Он дал нашей семье, как бы сказать, общин в Северной Америке убежище. Он дал нам полную автономию, чтобы управлять своими приходами, и также дал нам наших архиереев. Первого был рукоположен владыка Ефрем наш, который был насельником нашего монастыря и секретарем монастыря. В 1988 году рукоположен как епископ Бостонский. Втором был владыка Макарий Торонский, который в 1991 году был рукоположен епископом владыкой Авксентием. И после этих двух как бы наша североамериканская церковь уже начала свое существование как бы полноценное, с архиереями, с иереями, с чином как бы клириков, монастырями и приходами. И вот так до сих пор и существуем по благодати и милости Божией. Вот как бы история нашей церкви. Были люди, которые выбирали присоединиться к вам и в РПЦЗ, и потом они вместе с вами ушли и из РПЦЗ, да? Угу. И что это за причины были? Почему люди... О каких людях? То, что они выбирали из всех юрисдикций, вот есть всякие церкви, называющие себя православной, но они все-таки выбирали с вами быть. И в РПЦЗ, и уйти дальше.
То есть это когда мы были тоже под РПЦЗ. Да. Ну, я сейчас не хвалю свой монастырь, где я тоже стал монахом, но как бы наша община приходов всегда была очень монашествующей. То есть дух был очень монашеский всегда, потому что все наши приходы были в каком-то образе созданы монастырем. И многие наши прихожане имеют как духовных отцов наших иеромонахов, или архимандрита Исаака в свое время, нашего архимандрита Пантелеймона, и наших епископов, которые первые из них, я в том числе, вышли из монастыря Преображенского. То есть наша семья церковная, как бы сказать, имел этот дух монашеский. Я думаю, что это есть то, что из-за чего тяготели. То есть люди именно когда приходили в РПЦЗ к нашему как бы братству, да, приходов. И не только это. К тому же было тоже очень четкая, ясная экклесиология. То, что не находили многие среди зарубежных епископов, ну, с исключением, конечно, там был владыка Филарет, там был владыка Григорий Граве, там был владыка Адриан Григоренко, там был Серафим Чикагский, ну, такие очень-очень большого калибра люди духовности и исповедания православия. Но то одну вещь, которую они не находили, хотя РПЦЗ была тогда лучшим вариантом, да, для людей, которые бежали от мирового православия, все-таки то, что не находили, это ясность экклесиологии. То есть, а почему они бежали от мирового православия? Из-за ереси икуменизма. Ересь икуменизма – это которая заразила все мировое православие. Ну, сергианство – это тоже есть такое, то, что митрополит Сергий сделал в России. Но самым большим всегда был икуменизм, конечно. То, что все церкви абсолютно состоят в этом Всемирном Совете Церквей, то, что участвуют в всех этих собраниях, что участвовали ежегодно даже в каких-то мероприятиях религиозных, да, что икуменизм стал частью их жизни, да, во всех этих церквей мирового православия, что они исповедуют икуменизм как что-то нормальное, что-то православное. Для людей, которые считают себя православными, это неприемлемо. Вы, может, немножко можете обрисовать разницу понимания ересь в православии от западной парадигмы, где у людей слово ересь, еретики ассоциируется с инквизицией, что есть официальная церковь, которая гонит обязательно не так мыслящих, и как это отличается от истории православия? Хорошо. Ну, ересь – это ложь о Боге. То есть, если православие – это есть истина о Боге, да, то ересь – это ложь о Боге. И ересь, само собой, по своему естеству, отлучает от Бога. То есть, если мы веруем что-то о Боге, которое не имеет истинность, а это ложь, то есть, веруем в что-то, что не существует, да, то мы уже веруем не в того Бога, который явил себя, не того Бога, который воплотился, а в какой-то продукт нашего воображения. Ересь – это ложь о Боге, поэтому все отцы, апостолы, отцы, пророки, для всех них неприемлемо было просто иметь не то, что исповедовать ересь, но общение даже с еретиками. И это не из-за ненависти к людям. Абсолютно нет. Церковь не имеет ненависти к людям. Церковь есть больница для всех. Но не общение с еретиками – это из-за того, чтобы не заразиться тем вероучением,
которую исповедуют те люди, которые стали еретиками. Не из-за того, что мы качественно считаем себя лучше тех людей. Нет, качественно как люди мы должны считать себя хуже всех. И еретиков, и язычников, и абсолютно всех. Но Господь знает, почему мы православные. Не по своему заслугам, да, но почему-то мы православные. Защититься от заразы ереси – это наша защита православия. То есть этим мы показываем Богу, что мы верны учению, которое Он сам явил нам о себе. И общаться не на бытовом уровне, конечно, мы общаемся со всеми на бытовом уровне, потому что живем многие в странах, где православных вообще нету вокруг, да, на бытовом уровне, конечно, но это должны, то есть как по-другому выживем, да, в миру. Но общение религиозное, когда экуменизм, как он считает, что общение на религиозном уровне с еретиками это не проблема, это неприемлемо для православного христианина, потому что когда общаемся, то есть на религиозном уровне, имею в виду, когда молимся вместе с еретиками, то значит мы этим говорим, что мы разделяем ихнего Бога, их веру, их вероисповедание. А этим, если разделяем, значит изменяем своему вероисповеданию. То есть вот это есть ересь по православному, а не то, что насаждается какая-то идеология церковью по всему обществу, и хочешь или не хочешь, должен исповедовать то, что церковь считает правильным, и что церковь использует, к тому же, и светское государство, чтобы насадить это вероучение, и те, которые не веруют, да, или по-другому веруют, то их надо казнить или сожигать, или какие-то другие меры принимать. К этому мы общего не должны иметь никакого. То есть вся наша битва с ересью, оно битва устная. То есть оно должно быть, если приходится уже кулаки использовать, значит уже проиграл битву. Поэтому... То есть часто в истории церкви православные были гонимы, они гнали других. Увы, это человеческий фактор. И это никак не учение церкви. Посмотрим отцов, и там увидим, что всякое гонение физическое на людей из-за того, что они там еретики, или евреи, или мусульмане, или что, это никак не найдем в отцах. То, что государства, которые назывались православными из-за светских своих соображений, использовали там силу против кого-то или по соображениям своим неправославных гнали, это, конечно, прискорбно, но это человеческий фактор, это мир падший, который делает даже из-за хороших мотивов плохие вещи, да? Поэтому с этим не должны иметь никакого общего, и то есть сам термин еретик должны понимать, как я объяснил, а не как воображение художественным было насаждено. Да.